Взгляните на оборудование. Мы приближаемся к сердцу этого места. Я чувствую. Ломайте дверь. Я поищу другой путь внутрь. Хорошая мысль. Раньше удавалось. Прекрасно. Приступай. Скорей! Взломайте ее! Ага, это какая-то вентиляция. Неплохая мысль. Вскройте дверь! Исчезла. Ей удалось попасть внутрь. Тут консоль. Может, с нее можно прочитать файлы Теда? Есть. Допуск Омега. Он мой. Что скажешь в свою защиту, Тед? Сам-то мертв. И его дочь тоже. Нашел их лежащими рядом на полу его кабинета. Наверное, отравились. Я б никогда не стал их усыплять. Боже, она же была совсем юной. Я дал им жизнь. И вот как они мне отплатили. Бросили одного. Впрочем, я был одинок с самого начала. Один нес это бремя. Ради прошлого и будущего. Старина, Тед. Кто бы ни умер, он жалеет только себя самого. Будущего, Лиз. Ее детей. Они придут. И я встречу их. Сам-то сказал, что я больше не старею. И даже если что, клетки очень быстро восстановятся. Нужно лишь время, пока прекратятся мутации. Время и энергия. Сам-то сказал, в реакторе есть все, что нужно. Мои силы вернутся. И я буду вечно молодым. И встречу детишек. Я им понадоблюсь.
Мой совет. Руководство. И мое одиночество кончится. Тайны фара хранятся здесь? Не те, которые ты ищешь. Но они должны быть здесь. Поверь, не входи туда. Ты спятила? Я столько преодолел, чтобы оказаться здесь. Наконец, наследие фара мое. Это он? Это он. Сжечь здесь все. Стой! Нет! Здесь все взорвется, если... И убить их. Они свидетели. Реактор взорвется, если Фаро погибнет. Надо бежать! Давай скорее, ладно?
Быстрее, директор! Вперед! С дороги! О, нет! Нет! Не нравится, да? Беги! Вы почти на месте! Мы почти у двери!
Ты в порядке? Что случилось? Мы нашли то, что поможет. Не только вам, но и всем остальным. А где директор? Он погиб. Скажите всем, что он пожертвовал жизнью, чтобы открыть тайны ФИФ. Понятно. Ты меня, видимо, за болвана держишь. Что? Нет, нет. Директор был наделенным властью эгоистом, исказившим нашу веру ради своей выгоды. Думаешь, я поверю, что он пожертвовал собой ради истории? Говори мне правду и ничего не скрывай. А иначе я просто прикажу солдатам открыть огонь. Погоди. Ты прав. Правда в том, что директор во всем виноват. Он уничтожил Фивы, а потом умер смертью труса. Но мы правда нашли там кое-что, что поможет вашей родине. Если я это заберу и использую. Если мне придется, я вступлю в бой с вами. Но можно и по-другому. Просто отпусти меня. И прими почести, когда все пойдет на поправку. Успех понравится всем больше, чем провал. Кажется, наши с тобой судьбы переплелись. Причал открыт для тебя. Если нужно, приходи и уходи, когда хочешь. Но возьмешь с собой Альву, чтобы я был в курсе дел. Хорошо. Фивы, очевидно, потеряли всю свою ценность. Мы вернемся к кораблям. Альва, я жду подробных отчетов. Ясно? Я думала, он сейчас убьет нас. А вместо этого я пойду с тобой. Я рада. Но сама ты до нашего лагеря не доберешься. Варл, у нас новая гостья. Встреть ее у переправы Квен и проводи в лагерь. Ладно. Жду не дождусь. Тебе там понравится. Варл даст тебе визор получше и все данные, которые захочешь. Иди к переправе. Позже встретимся на востоке. Искатель следует за истиной до конца. До скорой встречи! Допуск Омега у меня, и у нас есть все для захвата Гефеста. Но перед возвращением на материк стоит навестить причал. Директора больше нет. Может, Квен что-нибудь расскажет? И еще есть тот длинношей. Нужно сменить эту одежду. Как только директор заставил меня ее надеть. От этого дождя нигде не спрячешься.
Предтечи везде использовали голограммы. Где они разбили там свой лагерь? Элой, здравствуй. Нам объяснили задачи. Мы готовы действовать, как только ты пойдешь в Близнецы. Ты как, смог закончить сборку новой руки? Смог. И я хотел бы поговорить о ней с тобой, когда будет время. Хотел поговорить о новой руке? Да. Пора испытать ее. И ты будешь мне нужна. Ладно. Как испытаем? Не как, а где. Встретимся там, где мы завалили исполины Регалы. У изгиба реки. Конечно, давай, правда, не понимаю, зачем. Поймешь, когда будем там. Обещаю. Тогда сообщу, как доберусь. Благодарю тебя, Элой. Как идут поиски знаний? Я хотел узнать больше о мире предтеч. И? Гея сказала, ты ищешь Фара. Я нашел записи. Оказалось, это он напустил на мир чуму машин. Весь мир древних рухнул из-за... ошибки. Из-за одного просчета. В такой судьбе нет ни славы, ни чести. Лишь гордыня. И смертельная глупость. Примерно так и было. Ты пообщался с Альвой? Это Квен интересная. Совсем не как Тенакт. У нее острый ум, это очевидно. Но вряд ли она сумела бы выжить в диких краях. Поверь мне, она сильнее, чем кажется. Ну, раз ты так говоришь. Мне пора идти. Тогда не буду задерживать. Я сообщу, как окажусь рядом со старым лагерем Регаллы у Вала. Да поведут тебя десятые. Судя по твоей улыбке, поиски завершились успешно. Допуск Омега у меня. Все готовы к походу в котел-близнецы? Готовы по твоей команде. Альва хорошо тут устроилась? Наша подруга Квен? Хе. Стоило ей увидеть архив, как она рванула туда с прытью долгонога. Похоже на нее. Когда мы полностью восстановим Гею, ваши занятия принесут немало пользы. Семена уже посажены. Нам осталось лишь дождаться цветов. Что? Зо даже понравилось. Неплохо же. Рада, что вы с Зо нашли друг друга. Не забывай, это твоя вина. Теперь допуск Омега у меня. Надо вернуть Гефеста, и мы, наконец, сможем ударить по зенитам. Представляю себе их лица, когда на них попрет целая стая громозевов. Машины будут за нас. Наконец-то. Мне надо отдать это Гее. Конечно. Дай знать, как будем нужны. Приветствую. Здравствуй. Ты уже виделась с нашей гостьей Квен? Я еле поспевала за ней, пока она осматривала лагерь. Варл дал ей новый визор. Но когда он сказал ей, что она может изучать любые данные, она так побледнела, я уж думала, она рухнет без чувств. Мы показали ей зал архивов, чтобы она сама все посмотрела. И она все еще там сидит. Похоже на Альву. Ты нашла что-нибудь интересное? И я узнала, что предтечи делали настой из листьев, как у тару. Называли его чай. Похоже, он их успокаивал. Чай и еще какие-то ароматные масла для очищения ауры. И еще какая-то пена для ванны. Я уж лучше продолжу петь для успокоения нервов. Вы изучаете то, что Гея получила от слияния с Диметрой? Да, это потрясающе. Узнать, что семена в моем мешочке родились из семян, что Диметра хранила 1000 лет. Это дает надежду на то, что цикл жизни никогда не остановится. Как поживают остальные? Стали потише.
Эренд занят сбором информации о своем новом интересе. Похоже, предтечи устраивали бои с машинами для развлечения. Назывались «Металл против мяса». Невероятные сражения стали и плоти, как говорит Эренд. Казалось бы, нам и без представлений такого хватает. Мне пора идти. Точно. Ты же нашла допуск Омега. Значит, скоро мы пойдем за Гефестом. Подготовлю снаряжение. Элой, Исследуешь? тут ведь столько всего. В смысле, мы знали, что машины были слугами легенд, но Гея, она потрясающая! И ты живое воплощение легенды! Клонированная, конечно, а не как этот директор. А еще к нам вернулись и другие легенды с самых далеких звезд. Правда, они хотят нас всех убить, и это нехорошо. И среди них Эрик Виссер, что совсем плохо. А еще есть Гефест и... Понятно. Может, мы сосредоточимся на чем-то одном? Ты права. И еще я должна объясниться по поводу всего, что произошло в причале. Вижу, ты пользуешься новым визором. Он невероятный! Настолько мощнее, чем те, что есть у Квен. Раньше у меня годы ушли бы на изучение базы данных вроде той, что мы нашли. А эта штука помогает задавать параметры поиска, так намного быстрее. С ней искатели познали бы новые глубины наследия. Ну, той части наследия, которую блюстители позволяют нам изучать. Ты искала данные? Здесь их очень много. Ранее никому из искателей еще не удавалось изучать подобные архивы без надзора. А зная тебя, я подозреваю, что они таят много знаний, которые обычно объявляют запретными. Но меня прислали помочь тебе. И я должна смело смотреть в глаза любой правде. Может, так я смогу вернуть на путь истины всех Квен. Ты, конечно, никого здесь пока не знаешь, но поверь, они хорошие. Забавно, ведь одна из них твоя, точная копия. Понимаю, что вы с ней разные личности, но вы обе, генетически Элизабет Собек. И при этом отличаетесь. Да, точно. Надеюсь, тебя никто не обижает? О, нет, конечно. Все очень доброжелательны ко мне. И все постоянно делятся друг с другом знаниями, которые дают визоры. Это так здорово! У нас искатели могут делиться данными только с разрешения блюстителей. Как все строго. Даже слишком. Да, так оно и есть. Ты упомянула Эрика Виссера. Что ты о нем знаешь? О Зените, что хотел убить тебя? Квен зовут его заступником. Именно на данных, содержащих его работу, основан прорыв в наших знаниях об оружии и военной тактике. Правители применили их для завоевания новых земель. Так появилась наша империя. Поэтому он один из самых почитаемых легенд. Но ваше с ним сражение показало, что он куда более безжалостный, чем мы могли себе представить. Еще одно неверное толкование наследия. Что ж, зато теперь ты познаешь истину. Жаль, что все блюстители не могут ее познать. Бета упоминала других зенитов. Тильду, Вербену и Джерарда. Боюсь, о них мне рассказать нечего. В найденных искателями частях наследия о них не упоминается. Мне пора идти, но если тебе что-то нужно... Мне нужно лишь помочь тебе в твоих делах.
Гея сказала, вы хотите захватить Гефеста. Это поможет все исправить? Надеюсь. Тогда я помогу всем, чем смогу. Обещаю. Вернулась. Говорят, ты нашла Фива. И как оно? Психи, лава, все как я люблю. Обязательно загляну в это место. Зато теперь у нас есть все, чтобы вернуть Гефеста. А я подготовил снаряжение. Выглядишь уставшим. Ха! А промолчать ты не можешь. Просто проверял, все ли у меня готово для этого похода. Не хотел бы никого подвести. Ты справишься, Эрент. Ты уже пообщался с Альвой? Оттащить ее от архивов сложнее, чем озерам от хорошего Эля. Она сразу же освоила новый визор. Я даже чуток завидую. Но понимаю, почему вы поладили. Мне пора идти. Как только решишь отправить нас к тем котлам, Я сразу дам знать. Приветствую. Элой, я знаю, что ты многое пережила в Фивах, но у нас новая проблема. Что-то случилось с носителем и бетой? Мы сможем перенести тебя в Близнецы? Носитель готов. Проблема в самом Гефесте. Он расширил свое распределение по сети котлов и увеличил мощность. Но поглощенные вспомогательные функции помогут нам, да? Верно. Однако поглощение Гефеста займет больше времени, чем мы рассчитывали ранее. Сколько? Даже с допуском Омега, по моим расчетам, процесс займет около 35 часов. И с каждым часом зенитам будет проще нас обнаружить. Два ядра. Два перехвата? А что, если слияние будут проводить два клона Элизабет Собак, оба с допуском Омега? Тогда сколько? Вдвое меньше? Гефест будет не готов к одновременной работе двух операторов, не говоря уже о синергетическом эффекте. Вычисляю. Время слияния сократится примерно до 4,5 часов. Ладно. Варл, похоже, Бета нужна нам в Близнецах. Ты сможешь ее убедить? Не знаю. Попробую. А диверсия? Генераторы готовы? Осталось последнее испытание. Я уверена, что их запуск поблизости от других котлов скроет от зенитов нашу деятельность в Близнецах. Хорошо. Надеюсь, Ранд сможет запустить генераторы и не взорваться. Элой, тебе лучше спуститься. С Бетой все сложно. Иду.
Элой. Я пытался, но не вышло. Не думаю, что ее можно уговорить. У нас нет выбора. Удачи. Бета, ты должна с нами пойти. Иначе нельзя. Одно задание. Самое важное. Ты нужна нам. Чего ты боишься? А вдруг... Вдруг они заберут меня? Вернут в ту клетку. Поработят. Навечно. Мы с Варлом тоже будем там. Я тебя защищу. Как заберем Гефеста, сразу вернемся сюда. Зениты нас не найдут. Тебе нечего бояться. Нет! Ты меня не защитишь, от них никто не защитит! Я же говорила, что у нас нет шансов на победу! Все это зря! Бета, ты не понимаешь! Отстань от меня! Ты права. Я не понимаю. У нас одни гены, одинаковый ум, одинаковое сердце. Так почему ты боишься сделать то, что необходимо сделать? Как Элизабет. Считаешь, я об этом не думала? Не знаю, чего от Элизабет во мне не хватает. Что ты получила, а я нет? Я просмотрела все с твоего визора. Ты росла изгоем, без друзей, без детства, как и я. Так в чем разница? Что во мне не так? Бета, с тобой все в порядке. Бета, слушай, дело не в Элизабет. Разница была в нем. В Расте. Он воспитал тебя, но не давал тебе заботы и любви. В день, когда он умер и отдал тебе этот амулет, он хотел тебя бросить. Он хотел, чтобы я влилась в племя. А потом отдал жизнь за меня. Он любил меня по-своему. Вот и все. Как это было? Как будто... У меня была сила, которая всегда со мной. И сейчас тоже. Я слышу его голос, когда случается беда. Когда выхода нет, ищи дальше. И думай только о победе. Ты не обязана идти с нами. Мы найдем другой выход. Я пойду. Ты сказала, что защитишь меня. Я тебе верю. Но обещай мне одну вещь. Да, конечно. Если не выйдет... Если зениты нас найдут, я не хочу снова стать их рабыней. Ты понимаешь? Да. Обещай. Обещаю.
Если у меня есть время, я изучу все, что найду о слиянии, чтобы лучше подготовиться. Я найду смелость. Клянусь. Элой, когда будешь готова, приходи ко мне. Я попрошу остальных завершить приготовление. Мне кажется, это что-то очень необычное. Убежал в горы и не вернулся. Да брось, я серьезно. Я тоже. Элой, все хорошо? Немного поругались с Бетой, но теперь уже лучше. Я не удивлен. Правда? Почему? Я встречал воина, который поздно узнал, что у него есть брат. Им было нелегко общаться. Он смог привыкнуть? Не сразу. Сперва дело дошло до жестокого поединка между ними. О, у нас до этого не дошло. Пойду готовиться. Буду ждать приказа. Снег приглушает все звуки.